Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждую неделю, самое важное, что было бы здорово знать, сейчас стихия воздух, знаки зодиака Близнецы, Весы и Водолеи. Помните про акцендент, он, да, влияет на ваше состояние, влияет на ваши мысли и, соответственно, влияет на то, что с вами происходит. Поэтому смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента для того, чтобы иметь полную картину, что же важно для вас в ближайшую неделю, по мнению Таро. Ведь по большому счету это ваша жизнь, и что с ней делать и как, только ваш выбор. Как всегда, в конце 3 карты дополнительные совета и карты на исполнение желаний, ответ на вопрос, достижение цели. Эта колода дает очень хорошие советы и, соответственно, показывает, что же произойдет с вашим желанием в ближайшую неделю. Это Лариса Ренар, послание стихий. Ну а сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает вашу жизнь. Практика улыбки помогла уже не одному человеку, многим. Я просто работаю с клиентами, с пациентами иногда я говорю. И я уже точно знаю, что при правильном использовании, при многократном повторении жизнь людей меняется, когда они проходят практику улыбки. Ведь по закону притяжения, что мы излучаем, то мы и получаем. Так вот, когда мы улыбаемся, мы притягиваем к себе еще больше причин для улыбок. Ну что, мои дорогие, надеюсь, вы все улыбнулись, сделали себе комплимент, ведь вы же уникальны, таких как вы больше нет. Помните об этом. Начинаю с близнецов. Что же важно знать близнецам на ближайшую неделю? Важно знать, что самое плохое и самое страшное уже позади. Чтобы вы знали, что если что-то в вашей жизни происходит, то, что вам не нравится, то не крутитесь в этом. Все, что произошло, уже произошло. Прошлое изменить невозможно. Его можно только поблагодарить и отпустить. И неважно, какая ситуация происходила. Эта карта говорит о том, что все, что произошло, оно произошло не просто так. Да, как вам это не нравится слышать, каким-то образом, каким образом я могу объяснить? Вашими мыслями, вашими действиями, вашими эмоциями. И опять же, это могли быть эмоции, действия и мысли, которые были еще задолго до происшедшего, задолго. Просто очень сильно вы на чем-то концентрировались и, соответственно, притянули то, что произошло. Но то, что произошло для того, чтобы вы освободились от чего-то. Может быть, освободились от какой-то обиды, может быть, освободились от какой-то болезни, может быть, освободились от каких-то отношений, которые только тянули вас назад.
это может быть большое количество вариантов. И, соответственно, в ближайшую неделю вы почувствуете себя, можно сказать, очищенным и облегченным. Энергия вернется к вам. Единственное условие этой карты, чтобы не концентрироваться и не переваривать внутри себя то, что произошло, понять, что это уже в прошлом, и сегодня и завтра все идет к улучшению. Весы. Мои дорогие весы, фортуна на вашей стороне, это колесо фортуны. Эта карта говорит о том, что вот 50% того, что вам надо для достижения, для изменений, для улучшения, у вас уже есть. Вторые 50% зависят только от вашей веры, от вашего стремления и от того, как вы будете подходить к челленджам или к тому, что будет происходить. Ведь когда мы чего-то хотим достигнуть, мы все-таки должны проанализировать, понять, что же мы можем сделать для достижения именно в данный момент времени, здесь и сейчас, и, соответственно, вот такими шагами здесь и сейчас достигать. Так тут Вселенная делает для вас все, потому что это старший аркан, колесо фортуны, это Вселенная. 50% Вселенная уже дает вам. А вот вторые 50% зависят только от вас. Зависят от того, как вы подойдете, о чем вы будете думать и на чем вы будете концентрироваться. Если вы будете концентрироваться на позитиве, на достижении, на результате того, что вы хотите достичь, или если это касается работы, на результате проекта, на улучшении бизнеса, например, именно представлять себе, как же будет ваш бизнес выглядеть, когда он будет на том уровне, на котором вы хотите. Вы дадите Вселенной вот эти вторые 50% для легкого и продуктивного достижения. В целом неделя хорошая, так что только именно вы можете чему-то помешать. Помните об этом. Водолеи. Ну что, в ближайшую неделю будет большое количество встреч. Это могут быть как рабочие встречи, так и романтические встречи. По этой карте могу сказать, что именно встречи и работа в тандеме или в команде будет более продуктивна, чем работа в одиночку. Если на данный момент времени вы не видите, кому же вы могли бы поручить что-то, с кем же вы могли бы разделить проект, тут карта говорит о том, что встречайтесь с как можно большим количеством людей и претендентов для того, что вас интересует. И именно при большом количестве встреч и анализе этих встреч вы найдете партнера для проекта, найдете команду для проекта. Ну а если дело касается межличностных отношений, то тут вы сможете найти партнера или партнершу для жизни. Это если вас этот вопрос интересует. Так что неделя встреч, будьте готовы, что придется встречаться с большим количеством людей. Но эти встречи могут в дальнейшем помочь вам во всех вопросах, которые вас интересуют. Ну что, общий совет для стихии воздух. Общий совет для стихии воздух.
что выход всегда есть из любой ситуации. И выхода как минимум два. Откройте глаза, уберите эмоции. Если вы эмоциональны, остановитесь, потому что под эмоциями вы очень редко можете принять адекватное решение. Но если вам действительно нужно правильное решение, лучше остановиться, успокоиться, помедитировать даже, и только потом подходить к поиску выхода из любых ситуаций. И тогда у вас не будет ощущения, что выхода нет. Ощущение, что выхода нет, бывает в том случае, когда мы слишком эмоциональны. Мы не можем видеть ясную картину ситуации. Ну что, загадывайте желание, задавайте вопрос, ставьте цель. Ну и послание стихий сейчас дадут дополнительные советы. А я хочу сказать, что особенно близнецам этот дополнительный совет, как мне кажется, будет нужен. Ну и водолей, ведь для весов тут более-менее ясно и ясно, что делать и как делать. А вот для близнецов и водолеев, может быть, придет какой-то еще дельный совет. Ну и, соответственно, мы посмотрим, что же произойдет с вашим желанием. По крайней мере, в ближайшую неделю. Мы же раскладываем на неделю сейчас. Ну что, я начинаю с близнецов. Давайте посмотрим. Мои дорогие близнецы, тут карта говорит, что в разрушении таится огромная сила. Отпустите себя и избавьтесь от всего, что мешает новому. Это дополнение к этой карте. И говорит о том, что для того, чтобы был положительный ответ на ваш вопрос, для того, чтобы ваше желание исполнилось и цель была достигнута, вам прежде всего надо освободиться. Только освободившись от всего, что вам мешает, вы сможете идти дальше и достигать. Да, в ближайшую неделю вряд ли исполнится ваше желание. Вы еще не готовы, вы еще не очистились. Освобождайтесь. Освобождение – это очень важно. Весы. Ну, хочу сказать, что ваше желание может исполниться в ближайшую неделю. Единственное, что всегда доводите начатое до конца, и тогда вы сможете насладиться желанными плодами. Я хочу сказать, что и по колесу фортуны, и по девятке земли у вас есть все шансы, чтобы в ближайшую неделю исполнилось ваше желание. Опять же, тут я смотрю, что некоторые из вас поставили цель, которая не может быть достигнута за неделю, но в ближайшую неделю вы почувствуете, увидите, что все движется в сторону решения, в сторону исполнения желаний. А если желание такое, что не требует больших временных затрат, то оно может исполниться в ближайшую неделю. И вообще, ваша ближайшая неделя будет очень продуктивной. Только помните, что надо действовать до конца, до полного результата. Водолеи. Водолеи, дело в том, что все в ваших руках. Это император. И чем более стабильны вы будете в своих действиях, тем быстрее исполнится ваше желание. Вы можете принимать решения и управлять ситуацией, говорит эта карта. Поэтому
помните о том, что ваша уверенность и стабильность очень важны для исполнения вашего желания и достижения вашей цели. Да, есть по императору все предпосылки для того, чтобы ваше желание исполнилось. Вот такой расклад на ближайшую неделю. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, которые выходят каждый день. Ставьте палец вверх. Это, можно сказать, обмен энергией. Если вы хотите действительно, чтобы моя позитивная энергия впитывалась в вас, если вы хотите, чтобы мои советы помогали больше, да, конечно же, это палец вверх. Ну и еще ваши лайки, как говорят по-английски, они показывают мне, насколько вам интересны мои расклады. И в зависимости от количества лайков я уже смотрю, снимать или не снимать такого типа видео на моем канале. Ну а я, в свою очередь, желаю вам счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души, и оно никак не зависит от внешних обстоятельств. Будьте счастливы. Люблю вас. Пока.